Привет! В этом видео я расскажу о Багане, как сюда добраться, как осматривать храмы, где встретить рассвет, а также что еще посмотреть в окрестностях Багана, кроме пагод, и почему сюда едут туристы. Баган или Паган – это древнее царство периода с 9 по 13 век. Здесь находится несколько тысяч древних буддийских храмов, ступ и монастырей, а весь комплекс площадью 40 квадратных километров включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Место привлекает не только туристов, но и буддистов-паломников из всех восточных стран. Официально города Баган не существует. Сегодня он представляет собой несколько поселений. Это Старый Баган, Новый Баган и Ньянг-У. Территориально комплекс расположен в центральной части Мьянмы. Сюда можно доехать на автобусе из Мандалая, Инли и Янгона или долететь на самолете. Въезд на территорию платный – 25 тысяч кьяс человека. Билет покупается в автобусе при пересечении пункта контроля. Но мы ехали не в туристический сезон, в августе, и с нас оплату не брали. Было довольно забавно, так как во время поездки на автобусе на каждом КПП все местные жители либо выходили на проверку, либо показывали свои документы. Нас же всем автобусом прятали и просили не выходить. Мы долго не могли понять, что происходит, и уже позже сообразили, что местные уберегли нас как раз от уплаты данной пошлины. Позже в отеле мы пытались оплатить взнос, но в итоге администратор после звонка кому-то сказал, что не надо. Использование мопедов в Багане официально запрещено. Для осмотра храмов можно взять в аренду автомобиль с водителем, повозку с лошадьми, велосипед или электробайк. Мы воспользовались последним вариантом. Взяли один байк для 2 людей. Внешне электробайк ничем не отличается от обычного мопеда. Разница лишь в том, что первый работает от электричества, и его заряда фактически хватает на 4 часа. Поэтому перед началом использования обязательно смотрите, чтобы байк был полностью заряжен, и учитывайте время для возврата домой, иначе придется ловить попутку с местом для байка. Какого-то классического маршрута здесь особо нет, как и инфраструктуры. Встречаются только сувенирные магазины и палатки с водой. В интернете можно встретить несколько вариантов карты с пагодами. Мы воспользовались вот этой. Но нам все равно не удалось осмотреть все храмы из списка. Иногда мы проезжали по схеме и оказывались в тупике или местной деревушке. Так и получается, что маршрут по Багану у каждого свой. В целом мы провели в Багане 2 дня, и кажется, что это оптимальное время для знакомства с местностью. Здесь еще хочу отметить, что если вам удалось побывать в Камбодже, то не стоит сравнивать Баган с Анкором. Да, это 2 древних царства с храмами примерно одного и того же периода времени, но на выходе они совершенно разные. Баган более спокойное и менее распиаренное место. Здесь все сильно проще, а большинство пагод между собой похожи. Практически в каждой пагоде сидит Будда, и редко когда можно увидеть что-нибудь еще. В некоторых храмах мы видели рисунки на стенах, но в остальном длинные пустые коридоры. Советую найти гида или пообщаться с местными жителями. Так мы узнали разные истории, связанные с храмами или различиями в изображениях Будды. До 2019 года рассвет или закат в Багане можно было встретить прямо с вершины пагод, но после землетрясения 2018 года все пагоды закрыли. Теперь рассвет встречают на воздушном шаре или смотровой башне. В нетуристический сезон шары не летают, и мы встретили рассвет на башне. Башня является частью 5-звездочного отеля. Здесь же расположен ресторан с панорамными окнами. Не забудьте заложить время для подъема на башню. Смотровая находится на 13 этаже. Поездку в Баган можно совместить с посещением горы Поопа. Есть малая и большая гора. Большая – это потухший вулкан, а малая – с монастырем на вершине. Сюда и приезжают туристы. Наверх ведет 777 ступеней, по которым надо подниматься босиком. Здесь полно обезьян, а по дороге наверх постоянно просят дать пожертвования за чистоту лестниц или на содержание храма. На территории монастыря можно побродить и поразглядывать статуи. Каждая из них соответствует определенному духу, которому поклоняются местные жители. Гора находится в 50 километрах от Багана. На электробайке туда не добраться. Проще всего поехать с организованным туром от отеля. Мы взяли машину с водителем на 2. На посещение достаточно заложить часа 3 с учетом дороги. А еще в Багане мы побывали в мастерской изделий ручной работы. Семья поддерживает производство уже в 4-м поколении. Интересно, что это не просто ручная работа, а еще и супернатуральные материалы. Здесь есть чашки из бамбука, конского волоса или даже покрытые яичной скорлупой. Все краски только натуральные. Это полностью локальное производство. Товары приобретаются на месте. Оставлю визитку, вдруг кому-нибудь интересно там побывать. На этом у меня все. Если видео понравилось, ставьте лайки. Это поможет мне развивать канал дальше. И подписывайтесь на канал. Буду больше рассказывать о странах Юго-Восточной Азии.